Привет, друзья мои! Сегодня я хочу вас погрузить в удивительный мир кондитерского искусства. Сегодня мы с вами будем готовить самую настоящую классическую Прагу, любимую многими с самого детства, и которая воспоминаниями уносит нас прямо туда, назад, в далекое будущее, в далекое прошлое. В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с создателем этих легендарных тортов, как Прага и птичье молоко, Владимиром Гуральником, и вместе с ним поработать и приготовить этот рецепт от начала и до конца. Поэтому у меня рецепт из первых рук, и сегодня я хочу им с вами поделиться от и до, рассказав все нюансы и тонкости приготовления этого, не побоюсь слова, легендарного торта Прага. Приготовление торта Прага достаточно не быстро, разделяется на несколько этапов, и сегодня мы постепенно будем знакомиться с вами с каждым из них. Начнем с приготовления бисквита. Традиционный бисквит на Прагу готовится с большим содержанием яиц, а точнее желтков и белков по отдельности, сливочного масла, муки и какао. Получается очень ароматный, пышный, не нуждается ни в какой пропитке. Все ингредиенты для того, чтобы вы не запутались, я оставлю в описании под видео, так же как и подробный рецепт в текстовом описании, для того, чтобы вам было удобнее ориентироваться, если вы захотите его повторить. И начинаем мы с того, что начинаем взбивать желтки с половиной сахарного песка. Вы можете воспользоваться как стационарным миксером, так и ручным, но здесь, конечно, вам будет намного проще. Взбиваем на средней скорости с насадкой венчик до пышной, плотной однородной пены. Желток должен стать пышным и немножко посветлеть. Он достаточно сильно увеличился в размере, а время взбивания на моем миксере составило 3,5 минуты. Перекладываем его отдельно в миску. После этого промываем, зачищаем венчик и дежу. Перед взбиванием белка они должны быть сухие и без единой капли жира. Только тогда белок хорошо взобьется. Взбивать яйца лучше именно в этой последовательности, потому что за счет своих эмульгирующих свойств пена из желтка держится достаточно долго. Чего не скажешь про пену из белка, которая со временем может оседать. Поэтому если миксер у вас работает не очень быстро, то пока вы взбиваете белки, потом взбиваете желтки, белок может осесть. Как я и говорил, в сухую дежку отправляем белок и начинаем его взбивать венчиком, все так же на средней скорости, но сахар уже добавляем не сразу, а постепенно, в 2-3 этапа. Через 7 минут мы с вами получаем пышную устойчивую пену из белка, которая никогда не выпадет из миски, даже если вы ее перевернете. Это правильно взбитый белок. Теперь наша задача аккуратно приготовить тесто. Что мы для этого делаем? Берем нашу желтковую массу и просеиваем туда пшеничную муку. Туда же отправляем какао-порошок. И если современную пшеничную муку не так обязательно просеивать, так как она практически чистая, в ней никогда не бывает грязи, и она не комкуется, то какао просеивать нужно обязательно. Он очень сильно комкуется, и вот эти вот не растворившиеся, не размешавшиеся кусочки какао-порошка могут испортить вам всю структуру вашего бисквита. И там, где есть мука, где есть какао, обязательно добавляем небольшую щепотку соли для усиления вкуса. И теперь аккуратными движениями снизу вверх, поворачивая миску навстречу себе, навстречу лопатке, аккуратно перемешиваем муку, какао и желтки. Получается однородная воздушная шоколадная масса. И теперь в 3-4 этапа постепенно добавляем белки и также аккуратно перемешиваем. Тесто станет жиже. Берем небольшое количество белка и аккуратно подмешиваем его. Каждую последующую часть белка мы добавляем только тогда, когда предыдущая полностью растворилась в бисквитной массе. И хорошенько зачищаем края и низ нашей миски.
И финальный штрих нашего замечательного шоколадного бисквита – это растопленное сливочное масло. Оно не должно быть горячим, а уже слегка остывшим, но все еще жидким. Масло добавляется в самом конце, так как после его добавления тесто очень быстро начинает оседать и становиться тяжелым. Если добавить его в самом начале замеса, то тесто у вас изначально получится жидким, не будет таким пышным и эластичным на выходе. Тесто у нас готово, я сегодня готовлю на 2 торта, поэтому раскладываем тесто равномерно по 2 формам. Формы вы, конечно, можете использовать на свое усмотрение. Я сегодня использую формы диаметром 19 см, высота 6 И вы можете их чем-то смазать, чтобы у вас ничего не прилипало, или положить вниз пергаментную бумагу, как это сделал я. Формы заполняются на 3/4 от своего объема, потому что во время выпечки бисквит будет расти, чтобы у вас ничего не перетекало за края формы. И теперь наши формы с бисквитом отправляются в духовку. Духовку предварительно нужно разогреть. Лучше сделать это сразу, как только вы начали готовить бисквит, чтобы она постепенно у вас прогревалась. Температуру устанавливаем 180-190 градусов. При 190 градусах подъем более равномерный, более быстрый, бисквит получается более пышный. Но если вы не уверены в своей духовке, есть риск того, что верхняя корочка у вас получится слишком зажаренная. Поэтому, если вы сомневаетесь в своей духовке, ставьте 180, лучше температура меньше и попечь чуть-чуть подольше, чем сжечь такой замечательный бисквит. Тем более продукты не дешевые. Отправляем их на 35-40 минут в духовку. Как проверять готовность бисквита, я вам покажу, когда он приготовится. Я неспроста сегодня готовлю торт из расчета на 2 бисквита, потому что я хочу вам показать 2 варианта оформления этого торта. Классический, где мы будем покрывать торт шоколадной помадкой, так как это делали раньше. Но я понимаю, что такой вариант воспроизвести в домашних условиях многим из вас будет достаточно трудно. Поэтому ближе к концу приготовления я покажу и более простой способ, как можно оформить торт Прага. Но начнем мы с приготовления классической помадки. К сахару добавляем воду и доводим до кипения. Закрываем это все крышкой и под крышкой увариваем до 107 градусов. Здесь вам лучше обзавестись термометром. Если не электронным, то хотя бы обычным механическим. Температура 105-107 градусов – это то, что нам нужно. Во время приготовления помадки очень важно не влезать в процесс, не перемешивать, не взбивать ни в коем случае наш сахарный сироп во время его кипения. Максимум, что можно делать, это во время кипения на стенках могут образовываться кристаллики сахара. И вот чтобы от этих кристалликов сахара кристаллизация не распространялась дальше на сироп, и он не густел, можно небольшим количеством воды на кисточке смазывать стенки, тем самым растворяя сахар, отправляя его обратно в сироп. Нам нужно довести его до нужной температуры без особых физических вмешательств. Как только температура достигает 107 градусов, нам нужно добавить туда патоку. Патока должна быть горячая, примерно 50 градусов. Тогда она жидкая, легко переливается и быстрее соединится с нашим сиропом, не опуская его в общую температуру. Понимаю, что достать патоку очень тяжело, поэтому и буду показывать вам еще один вариант приготовления помадки. Сразу же туда добавляем ванилин или небольшое количество ванильной эссенции и теперь увариваем до 117 градусов. Также под закрытой крышкой. Кипение стало состоять из маленьких пузырей, и они похожи на маленькие вулканчики, они уже совсем по-другому кипят. Также есть такое понятие, как проверить сироп на мягкий шарик. Для этого берете обычную ложку, набираете небольшое количество сиропа и опускаете эту ложку с сиропом в стакан с холодной водой. И попробуйте пальцами скатать небольшой шарик, он получится как мягкая ириска. Берем небольшое количество сиропа и опускаем в кружку с холодной водой. Вот видите, он становится податливый. Из него в прямом смысле можно скатать мягкий шарик. А наш сахарный сироп приобретает совсем светлый, желтоватый оттенок. И наша задача сейчас его максимально быстро охладить до температуры 35-40 градусов. Ну, то есть
чуть теплее, чем комнатная температура. Для этого лучше всего использовать какую-то миску с водой и со льдом, куда вы опустите сотейник, в котором у вас варилась помадка. Или, как я набрал в раковину большое количество холодной воды, так, чтобы наполовину кастрюль туда могла встать. И опущу туда минут на 5, постоянно перемешивая, для того, чтобы равномерно сироп остужался. Пускай поплавает. Ну и пока мы с вами готовили помадку, наш замечательный ароматный бисквит испекся. Ароматы потрясающие. Как проверить его готовность? Во-первых, он должен быть ровно поднявшимся, желательно без разрывов по центру, по краям. Видите, две отличные такие горки. И при помощи обычной зубочистки, которую мы втыкаем в самую толстую часть бисквита до самого дна, мы ее вытаскиваем и проверяем. Если зубочистка чистая, значит бисквит полностью готов. Если же на ней есть еще небольшие кусочки налипшего сырого теста, то попеките еще буквально 5 минут. Но обязательно следите за тем, чтобы не сжечь верхнюю часть вашего бисквита. Если что, можете закрыть фольгой, если ваша духовка, например, сверху слишком активно работает. Мы оставляем бисквиты минут на 15-20 прям в формах, для того, чтобы они немножко постояли и отдохнули. После этого мы будем из них вытаскивать и дадим остаться уже без форм. А тем временем наш сироп остыл, и мы переходим ко второму этапу приготовления помадки. Наша будущая помадка остыла до нужной нам температуры, и теперь задача не менее важная и не менее сложная. Ее нужно взбить до белого состояния. Для этого можно использовать как венчик, так и насадку лопата. Но так как масса очень тягучая, я настоятельно вам рекомендую не портить свои венчики и воспользоваться именно насадкой лопата. Так будет проще. Взбиваем ее до состояния такой белесости, на это уйдет примерно 5-6 минут. Тут очень важно не перевзбить сахарную помадку, чтобы она не стала плотной, крошливой, и тогда с ней будет очень трудно работать впоследствии. Она должна остаться эластичной. При этом сам сироп уже стал достаточно вязким, как карамель. И очень медленно стекает. Перекладываем ее в миксер. И начинаем ее взбивать. И через 5,5 минут моя сахарная помадка полностью готова. Как видите, она достаточно жидкая, глянцевая и тянется равномерной лентой с лопатки миксера, практически не прерываясь. Но на этом этапе помадка еще не готова, ей нужно вызреть от 20 до 24 часов в прохладном месте, поэтому перекладываем ее в чистую миску, верх немножко сбрызгиваем холодной водой. Это нужно для того, чтобы верхняя корочка не засахаривалась, не карамелизировалась, и после того, как мы будем ее топить, после того, как она вызреет, чтобы у нас вся основная масса была однородная, без комочков сахарных уплотнений. Таким образом, мы с вами приготовили базовую сахарную помадку, которую используют для большого количества советских, ну и вообще в целом классических рецептов, таких как берлинское пирожное. Это можно использовать на куличи, на эклеры и на многое другое большое количество кондитерских изделий. Ее мы убираем вызревать на сутки, а сами возвращаемся к нашему бисквиту. Он как раз немного остыл после духовки. Берем с вами наш бисквит, ножом аккуратненько проходимся между ним и стенкой формы. И переворачиваем. При этом к форме у нас ничего не пристало. То же самое проделаем со вторым.
Бисквит перекладываем на какую-нибудь деревянную доску, или если у вас есть решетка для выстойки бисквитов, на нее, накрываем полотенцем и оставляем в прохладном месте буквально на 1-1,5 часа для того, чтобы он тоже выстоялся, потому что горячим бисквит лучше не резать. Слишком много всего замнется, он не будет таким красивым и аккуратным на срезе. Ну и пока наш бисквит остывает, перейдем к следующему, не менее интересному этапу приготовления настоящего пражского крема. Только сливочное масло, натуральная сгущенка, желтки, какао и ничего лишнего. Уже звучит вкусно. И готовить нам нужно первым делом так называемую кашу. Ее готовят из смеси воды, желтков и сгущенного молока. И все это дело нужно заварить до готовности, до 68 градусов. Это можно сделать в кастрюльке прямо на плите, но если у вас опыта недостаточно много, скорее всего, вы достаточно быстро перегреете эту массу, и желток свернется, у вас получатся такие некрасивые хлопья, и крем не будет таким глянцевым и однородным. Поэтому лучше всего для начала использовать паровую баню. Для этого в кастрюле наливаем воду, доводим до кипения, и на этом пару будем заваривать нашу основу. А пока вода закипает, к сгущенке отправляем желтки и воду. И перемешиваем до однородного состояния. При приготовлении такого крема удобнее всего работать венчиком. Так вы точно равномерно размешаете желтки, воду и сгущенку. Устанавливаем сверху на кастрюлю и, постоянно помешивая, увариваем до загустения. Если у вас есть термометр, до 68 градусов. Если нет, то посмотрите на финальный результат, чтобы понимать, что к чему. При этом наша задача не взбивать крем, а просто его перемешивать, чтобы у стенок и в центре гуще, скажем так, температура была равномерной и крем прогревался везде. Поэтому каждый раз венчиком хорошенько проходимся по стенкам. У меня прошло 10 минут на паровой бане, и температура нашей яичной и сгущеночной каши достигла 68 градусов. Посмотрите на нее. Это довольно жидкая масса с легкой пенкой наверху, и внутри абсолютно глянцевая и однородная. То есть это не консистенция такого заварного крема, до такого состояния вы ее не уварите. И сейчас в наших же интересах ее также охладить как можно быстрее, поэтому используем тот же принцип, что и с сахарной помадкой. Ставим ее в холодную воду и остужаем до комнатной температуры, ну точнее градусов до 25, чтобы ее можно было смешать со сливочным маслом и оно не растаяло во время приготовления крема. Ну вот прошло 15 минут, как наша каша остывала в холодной воде, и она дошла до комнатной температуры. Мы продолжаем готовить крем. Сейчас нам нужно взбить сливочное масло до пышного светлого состояния. Для этого лучше всего использовать насадку лопата. Я работаю в стационарном миксере. Можете работать ручным, если хотите. Периодически зачищайте стенки миксера лопаткой для того, чтобы масло равномерно промешивалось и взбивалось. То же самое касается насадки. А пока масло взбивается, соединяем просеянное какао, ванилин и нашу кашу. Смотрите, какое глянцевое масло становится. Еще раз зачищаем все хорошенько и добавляем шоколадную базу. И продолжаем взбивать. Нам очень важно, чтобы все ингредиенты равномерно смешались и взбились все вместе, поэтому не стесняйтесь периодически останавливать миксер и хорошенько зачищать стенки и насадку. Наш идеальный шоколадный крем готов. Господи, как вкусно. Ну и уже пора признать, что мы не в том возрасте, когда нам отдают облизывать насадки, а мы в том возрасте, когда должны угощать наших помощников. А мы можем переходить к сборке торта. И для этого нам нужно разрезать бисквит на 3 коржа. Смотрите, какой глянцевый эластичный крем. Таким кремом можно не только торт собирать, но и профитероль с эклерами наполнить. Для того, чтобы разрезать торт на коржи, лучше всего использовать нож
пилочку, такой, который используют для хлеба. Так будет удобнее всего, ничего не будет заминаться и ломаться. Используем свой природный глазомер и нарезаем на 3 одинаковых коржа. Лучше всего вначале потихоньку прорезать по кругу, а потом уже углубляться внутрь бисквита. Смотрите, какой красивый. То же самое проделаем и со вторым бисквитом. В настоящем классическом торте Прага 3 слоя бисквита, 2 слоя крема. Верх не обмазывается кремом. Верх и бока обмазываются повидлом, яблочным, абрикосовым. Там уже не сильно принципиально, поэтому визуально делим крем на 4 части и аккуратно распределяем его между 4 коржами. Что мне нравится в приготовлении торта Прага, это то, что для него не нужны практически никакие дополнительные инструменты. Никаких кондитерских мешков, насадок, сложных палеток и так далее. Все можно собрать обычным ножом и ложкой. Так как впоследствии торт Прага полностью покрывается помадкой или шоколадным покрытием и обмазывается джемом, для того, чтобы во время нанесения крем не вытекал до самых краев, его не размазываем. Оставляем его как бы в центре, равномерно горкой распределяя к краям, но не до самого конца. Берем обычную ложку. Немного распределяем крем. Таким образом, когда мы будем собирать торт и прижимать коржи друг к другу, крем будет равномерно распределяться и доходить до края ровно небольшое количество для того, чтобы закрыть свободные дырки и поры. На нижний корж, на котором у нас все еще держится пергамент, мы отправляем второй корж с кремом. И накрываем верхним коржом. Вот это именно то, про что я говорил. Крем дошел до краев торта, но не выпирает за его пределы, как если бы вы домазали сразу до самого конца. Если бы помадку мы приготовили за сутки до этого, то сейчас мы могли бы продолжить с оформлением торта. Но так, на мой взгляд, даже лучше. Сейчас закрываем его пленкой или помещаем в герметичный контейнер, или накрываем полотенцем и убираем в холодильник. За ночь, пока вызревает помадка, и торт пропитается кремом и объединится вкусами. И сразу после его оформления его можно будет подавать к столу. Ну что, друзья, новый день. Наша сахарная помадка отстоялась, торты у нас застыли. И сейчас мы можем переходить к финальному украшению нашего торта. Посмотрите, какая она. Она полностью застыла, отстоялась. И теперь наша задача довести ее вновь до жидкого состояния. Мы подмешаем в ней какао-порошок для того, чтобы она стала шоколадной помадкой. И ее можно будет использовать для глазировки нашего торта. Нагреть ее желательно до 50 градусов. Но даже если вы нагреете ее до 55-60, ничего страшного. Дадите ей немножко постоять, остыть. Все будет отлично. Разогревать будем точно так же на паровой бане, поэтому в кастрюлю наливаем воду. Начинаем нагревать и постоянно помешивая. Ну, как только она начнет отходить от краев стенок, перемешиваем, для того, чтобы она равномерно прогревалась по всей поверхности. Постоянно помешиваем помадку, чтобы она равномерно топилась. Теперь к ней можно добавить какао. И аккуратно замешивайте. Постепенно все кусочки нашей помадки с какао будут объединяться и превращаться в такую глянцевую шоколадную массу.
Эту помадку лучше не догреть, чем перегреть, поэтому нагрев можно выключить, оставить ее на теплой паровой бане и отставить в сторону, пока мы займемся приготовлением, подготовкой, точнее, нашего торта. Но мы еще приготовим одно следующее, более простое покрытие. У меня на столе сливки 33% жирности, темный шоколад и небольшое количество сливочного масла. Сливки я убираю в микроволновку для того, чтобы они разогрелись, они должны быть горячими. Можете подогреть их в сотейнике, можно сделать это в микроволновке. Главное, следите за тем, чтобы сливки не убежали. А шоколад нам нужно наломать на маленькие кусочки. У меня здесь две плитки 75% какао и 50% какао. В идеале использовать где-то 65% шоколад, на мой взгляд, он самый приятный по вкусу, не такой горький и не слишком сладкий. Я такой шоколадки не нашел, поэтому просто смешиваю два. Сильно горький и не сильно горький. Просто ломаем на маленькие кусочки. Для такого шоколадного покрытия используйте только настоящий темный шоколад. Никаких кондитерских глазурей, никаких плиток, никакого дешевого молочного шоколада и уж тем более никакого пористого. Сливки разогрелись, выливаем их в шоколад. Сливки должны быть очень горячими. Дайте шоколаду буквально 10-15 секунд полежать в горячих сливках для того, чтобы он начал таять. И потом можно перейти к смешиванию. Можно использовать лопатку. Для начала удобнее всего использовать венчик. Аккуратно объединяем обе массы. И когда шоколад со сливками объединился, масса стала глянцевая, блестящая, однородная, добавляем сливочное масло. И тоже его замешиваем. Обратите внимание, что венчиком я только перемешиваю продукты. Наша задача ни в коем случае не взбить, потому что если вы будете активно перемешивать венчиком, вы загоните в наше шоколадное покрытие достаточно большое количество воздуха, и там будут мелкие воздушные пузырики, которые будут лопаться во время того, как вы будете наносить покрытие на торт. Появляться будут дырочки, будет смотреться не очень красиво. Нам нужна однородная глянцевая масса. И для того, чтобы ее добиться, в конце приготовления покрытия лучше всего использовать погружной блендер и объединить все продукты до однородной эмульсии. Пускаем блендер. В конце получаем вот такую гладкую, блестящую массу. Тоже пока отставим ее в сторону. Возвращаемся к нашим тортам. Они пропитывались и объединялись вкусами всю ночь. Масляный крем внутри полностью застыл. Теперь торт достаточно плотный. Его удобно держать в руках, он не проминается, не гнется. Убираем пергамент, на котором выпекался бисквит. И теперь наша задача равномерно покрыть верхние и боковые поверхности нашего торта повидлом. В классическом рецепте используется яблочное повидло, но Владимир Михайлович сказал, что это не такой уж принципиальный момент, поэтому можете использовать апельсиновое, абрикосовое. Самое главное, чтобы оно было однородное, без комочков. Мне даже больше нравится использовать какие-то кисленькие повидла, потому что они оттеняют основную сладость торта. И вообще, прародителем торта Прага, можно так сказать, что является австрийский торт Захер, или Сашер, как его еще называют, который представляет из себя, собственно, два насыщенных шоколадных бисквита, посередине промазанных джемом, сверху обмазанных повидлом и заглазированных шоколадной помадкой. Наш же торт богаче, вкуснее и содержит в своем составе еще и крем. Берем небольшое количество повидла и при помощи лопатки или широкого ножа равномерно распределяем его по поверхности бисквита. Сейчас он закроет все поры, и когда мы будем наносить покрытие, ничего не будет впитываться в бисквит, будет ложиться равномерно. Все вот эти вот дырочки, которые у нас есть, все это замазываем повидлом. Убираем все излишки повидла, чтобы он не мешал растекаться покрытию. Начнем с покрытия помадкой. Она должна быть теплая и жидкая. Еще раз ее немножко размешайте, для того, чтобы сверху не было никаких засахаренных участков. И аккуратно наливаем ее на центр торта. И можно помочь себе немного лопаткой.
Помадка очень сложная в работе и очень быстро застывает на торте, поэтому у вас могут получиться неровные края. Если вы захотите это исправить, то можете напечь немножко больше бисквита, ну, например, в какой-то отдельной небольшой формочке, измельчить его до крошки и этой бисквитной крошкой обсыпать края. Но у нас осталось небольшое количество помадки, и мы сделаем узор. Нам потребуется вот такой вот треугольный кусочек пергамента, и мы его скручиваем вот в такой вот небольшой конвертик, как для семечек. И берем остатки нашей помадки. С этой стороны плотно закрываем, чтобы у нас ничего не вытекало. И отрезаем небольшую дырочку. И переходим ко второму покрытию. Оно намного проще в работе. Жидкое, глянцевое и легко растекается по торту. На всякий случай также его еще раз перемешайте, чтобы нигде не было никаких пленок. И аккуратно выливаем на центр торта. Можно чуть-чуть потрясти, чтобы она более равномерно растекалась. Такое покрытие, в отличие от сахарной помадки, нужно вынести в прохладное место буквально минут на 10, для того, чтобы оно схватилось, и можно будет подавать к столу. Ну что, друзья, вот и финальный результат. По-моему, у нас получились две замечательные праги. Давайте скорее пробовать. Можно видеть явные различия. Срез у обоих тортов получился красивый, ну потому что у них одна заготовка. При этом классический торт матовый и твердый сверху за счет сахарной помадки, и глянцевый с шоколадным покрытием. Безумно насыщенный, яркий шоколадный аромат. Начнем с классики. Здесь бесподобно все. Настоящие яркие шоколадные коржи, нежный сливочный шоколадный крем и сахарная помадка. Все как в детстве. Но за счет достаточно плотной сахарной помадки для меня такой торт уже слишком приторный. Мне нравятся более нежные оттенки вкуса. Но, что хочу заметить, этот торт абсолютно не кажется сухим, несмотря на то, что в него не идет сахарная пропитка, как это делают многие. Настоящий торт Прага собирается без сахарного сиропа. Ну и давайте попробуем с современным покрытием. За счет верхнего шоколадного покрытия аромат шоколада еще ярче. Нежно, ярко и насыщенно. Все структуры покрытия, бисквита и крема сливаются в одно. На мой взгляд, идеальный вариант. Друзья, я надеюсь, что это видео было вам полезным. Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь этим рецептом со своими друзьями в ваших социальных сетях. Наверняка им тоже будет интересно увидеть, как готовить настоящий шоколадный торт Прага. Ну а если вы захотите приобрести себе такого же помощника, который помогал мне в приготовлении этого рецепта, я сейчас про кухонную машину Kenwood, то по моим ссылочкам в описании вы сможете приобрести это все с приятными для вас бонусами. Пока-пока.